Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 1953 года рождения. Дата исследования 25 апреля 2024 года. В динамике с МРТ от 13 февраля 2024 года. Область исследования – головной мозг. На серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получено изображение супратенториальных структур и ствола мозга в Т1 и Т2 взвешенных изображениях, где выявлены следующие изменения. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки справа размером до 11 мм, слева 14 мм. Третий желудочек до 8 мм, четвертый желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,29, ранее также. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла. Суpraциллярная цистерна пролоббирует в область турецкого седла. Расстояние до зрительной хиазмы 9 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 2 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, значительно расширены. Краниоспинальный переход без особенностей. Субкортикально, пара и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются единичные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3 мм, без перифокального отека, более вероятно дисциркуляторного характера. Расширенные переваскулярные пространства Вирхова-Робина. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. В правой гармовой пазухе киста размером 22 на 36 на 29 мм с неоднородным содержимым. Носовая перегородка искривлена, смещена влево на 7 мм. Средние носовые раковины булезного строения. Заключение. МР-картина дисциркуляторной энцефалопатии, пустория турецкого седла, кисты правой гармовой пазухи, искривление носовой перегородки, булезного строения средних носовых раковин. В целом МР-картина без динамики от МРТ 13 февраля 2024 года. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 2 мая 2024 года. Кандидат медицинских наук, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Чего-то катастрофического, жизнеугрожающего я не вижу. Есть признаки повышения внутричерепного давления, гидроцефалии, цереброваскулярной болезни, поражения мелких сосудов мозга. Все это и дает жалобы, что вас беспокоит. Вам нужно к неврологу. Также есть киста в гайморовой пазухе, искривление носовой перегородки, аномалии развития средних носовых раковин. Все это мешает носовому дыханию. Тут вам нужна консультация лор-врача. Какой-то динамики между исследованиями я не вижу, но тут и срок мал, и они сделаны в разных учреждениях. Лучше все в одном делать.